Ну что, я на базе. Вот мой новый конь. Он коллега, дай бог ему доброго здоровья и спасибо. То есть выгнал мне нового коня. Все приготовил. Так, я уже с документами. Съездил к медику. Отметился, проверился. И с вами сейчас давайте посмотрим, проверим. Все так, как нужно, чтобы было. Ну что, по традиции у нас что? А по традиции у нас, как обычно, у нас что идет? Опись, правильно? Ну, я думаю, что тут все как бы на месте. Только вот надо будет этот поставить, то вытечь, наверное, да? Вот такой вот домкратик децельный какой-то. Отвертка. Так, ключ. Это. Ну, сейчас я все перенесу, конечно. Все сюда. Так, это сюда. Это у нас здесь морда. Так. В этим надо посмотреть тосол сейчас. Ну, как он сказал мне, который уехал коллега, он сказал, что он проверял. Но мы сейчас еще раз проверим тосол и проверим масло, чтобы было все нормально. Вот, ну видите, да, как обычно все в грязи. Здесь у нас что? Здесь у нас фрамуги, 3 люка. Ну все, как всегда. Вот такой диван. Можно здесь кипеть. Ну, я имею в виду спать уже. Нормально, прям полный рост. Ну, я вот облюбовал вот это место. Нормально, мне понравилось, в принципе. Вот, в мешке. Так, ну что, самое главное-то? Самое главное. Сегодня мы с вами поедем в Краснодар, ребята. Вот. Поедем в теплые края. Посмотрим, как там живут люди. Так, еще надо будет сейчас мне сверить вот здесь по документам, чтобы точно было все нормально. Вот. Посмотрим, как там живут люди. Посмотрим вообще, что такое Краснодар, хоть раз в жизни. Ну, обычно, как сказать, я посмотрю. Ну и вы вместе со мной, я так думаю. Километраж я скажу в конце видео, как обычно. Как говорится, сначала сделай дело, а потом уже гуляй смелая. Или цыплят считать по осени. То есть нужно сначала доехать, а потом уже делать выводы. Вот. Так, ну что мы видим? Мы видим, вроде все нормально здесь. Никаких царапок, повреждений. Так, ключи еще надо. Так, здесь все затянуто, протянуто. Вот. Вот как-то так, ребят. Все есть. Так, педаль электронная. Ну, здесь вроде все как обычно. Все тот же мотор. Бензин. Ладно, сейчас я проверю масло, потому что одной рукой мне неудобно. И посмотрю тосол в радиаторе. То же самое. Вот. Поедем. Мы сегодня обратно я поеду. Маршрут у меня будет через дом. А кто-то из вас говорил, что вот ты домой заехал, вот из-за этого у тебя там был не особо там хороший рейс. Ребят, ну я же, как бы сказать, по пути заезжаю. Я не возвращаюсь, там именно примета какая. То есть, там, например, я что-то забыл, да, и возвращаюсь домой. Обычно такая примета срабатывает. Вот, тут я просто еду, у меня маршрут через дом, это во-первых. Во-вторых, у меня время опять навалом. Вот. То есть, сколько примерно километраж какой, и когда мне нужно будет сдавать, это, ну, много времени, короче говоря. То есть, я могу уехать и сегодня вечером, вот сейчас прям, да, сейчас время, ну, грубо говоря, 5-й час, полпятого вечера. Могу и сейчас поехать, могу завтра поехать. А могу и даже ночью, ну, то есть, грубо говоря, ранним утром в воскресенье. Вот. То есть, у меня выбор есть нормальный. Так, здесь мы закрываем, как обычно, эту кнопочку. Так, ну все, давайте я быстренько проеду. Выезжаем и едем на заправку. Потом, все-таки я доеду домой. Обязательно, ребят, я заклею. Как бы вы ни говорили, там, не заклеивай, не надо. Блин, ну, поймите меня правильно. То есть, ехать в холодном автобусе, когда у тебя мерзнут пальцы, мерзнут коленки, ноги, и ты начинаешь прям, ну, замерзать реально, как сказать, я не знаю. Ну, то есть, вот эта прохлада, она переходит постепенно, ты начинаешь просто дрожать, прям вот так, такая мелкая дрожь. То есть, ты начинаешь замерзать. Это чревато, что, ну, можно, блин, простыть, простудиться. Вот. Как бы желания такого нет ни у кого, я думаю. Лучше всего заклеить. Вот и все.
И кто говорил, ребят, там клей малярным скотчем, там еще каким-то скотчем. Этими скотчами заклеивать нельзя. Вот. Разрешено заклеивать вот именно этим, таким прозрачным скотчем, но не слишком таким сильным. Потому что вот такой скотч, ну он такой чуть-чуть, вот он липнет, он обычно он от воды он отлетает сразу нафиг. Вот. И ничего такого там нету. А если даже остаются какие-то небольшие там, да, следы от этого клея, то ВДХ, обычная ВДшка, она смывает все прям начисто, подчистую. Так что проблем, я думаю, никаких. Так, ну все, давайте я быстренько все проверю и едем на заправку. Вот, ребят, видим, да? Вот смотрите. То есть уровень вот посюда. Ну, потому что автобус, видите, под уклоном в гору. Вот. То есть уровень офигенный. Так что переходим туда, в радиатор. Смотрим, да? Горловина маленькая. И сам радиатор маленький, китайский. Офигенный радиатор, который здоровый такой, толстый. Так, видим, да? Соты радиатора закрыты. Даже если, например, в этом нет, в расширителе, это не значит, что он пустой. То есть расширитель вообще, еще раз повторюсь, вот кто-то там говорит, что нужно обязательно, чтобы было в расширителе. То есть расширитель, он по идее служит для излишек. То есть когда идет нагрев жидкости, жидкость расширяется и излишки поднимаются туда. И все. Когда жидкость остывает, они с расширителя стекают в радиатор. Радиатор целый. Сейчас сами видели. Так, ребят, все, выехали. Колеса, я вам не сказал, опять же, большие. Резина высокая. И походу вот это яйцеобразное. Опять вот это прыжки вот эти. Вторая передача вроде бы как. Вот сейчас я выезжал, поворачивал, просто неудобно мне одной рукой. Вроде нормально включилось, но все равно есть чуть-чуть что-то. Что, ну не как, например, там третья или там четвертая включается. Конечно, лучше, чем в прошлые разы, но все же. Так, вот дождик, как обычно, блин. Эх, и замучил дождик, вот честно, ребят. Этот май в этом году просто нечто. Уже недели две льет дождик, не переставая. Так, вот и часы. Вот суточные. 20 километров на счетчике, на спидометре. Так, народ, вот мы на заправочке, заправляем, и вот цена. Это Нижегородская область, ПАО. Так, ребят, вот разбираюсь в документах, ну так, все перепроверил. Вот, и вот решил вам показать регистрационные данные автобуса агрегатов. То есть вот смотрите, что здесь, короче, есть, что нету. Ну, это кому интересно. Вот ставьте на паузу, читайте, если, конечно, видно. Камера вам передаст. Вот. Ну, эта книжка сама по себе вот такая. Сервисная. Вот, короче, как-то так. В данный момент сейчас еду я домой. Дома опять заклеиваем фрамуги. Вот, взять надо будет тряпочку. Думаю, надо взять будет протереть средством этим пшикалкой окно, чтобы было все нормально. Ну и так все расположить. Время предостаточно. Все вот здесь тоже протру, вымою, чтобы было самому аккуратно ездить. Сниму вот эту пленочку с сиденья, потому что, думаю, уже там, на югах, в Краснодаре, будет уже тепло, и от этой пленки, ну, сидеть на ней уже будет, как бы сказать, плохо. То есть нужно, чтобы кожа дышала. Так что вот, все я закладываю, складываю и едем ближе к дому. Ребят, офигеть, дуба! Вот вы говорите, да, вот солнце только зашло, и вот я поехал, ну, то есть к дому, туда ближе. И вот как здесь не заклеивать? Вот вы не представляете, кто вот мне говорит, что типа ты не клей там, зачем ты клеишь и тому подобное. Вот именно вас бы взять и вот посадить на это место вот сейчас летом, не говоря там зимой там или когда вообще холодно, а вот сейчас, ну конечно не летом, а весной, но я имею в виду когда тепло. И вот вы почувствовали, как это
здесь. Вот ветер фиг пойми откуда дует. Вроде все закрыто, да? Вот смотрите. Вот видите, там чуть-чуть белеется. Вот нам нужен барашек подкрутить. Сейчас я приеду, барашек подкручу. Вот. Даже если его закрутить, то все равно через вот эти верхние фрамуги, все равно как вот он, воздух заходит в панель, туда, вот сюда, да, верхнюю панель. И по верхней панели вот как-то он вот так вот вниз и проходит сюда. И получается вот это вот легенькое такое завихрение, что вот в данный момент сейчас мерзнут ноги. Конечно, недодуманно сделано. То есть они сделали, чтобы летом было не душно, да, вот. Но, блин, додумайтесь сделать, как это все закрывать. Вот если так, честно разобраться. Я имею в виду конструктором. То есть в данный момент вы вот эти вот крутилки, фрамуги сделали, да, выветрится вот хорошо. Я вот в прошлый рейс я ездил, когда в Новосибирск. Было душновато, только стоило мне открыть эту фрамугу, включить вот эти кнопочки. Чик. И все, буквально 2 минуты и стало прохладно. То есть это вот хорошо. То есть люки не надо открывать, ничего не надо. Стало хорошо. Ну вот с этим я офигею. Вот. И там как бы они закрывались, чтобы оттуда. Не отсюда вот они были закрыты, как вот здесь вы видите, да? А именно с улицы. Чтобы не попадал воздух вот сюда, в эти панели вот. Ну и здесь, естественно. А как вот только стоит проклеить, все, сразу идеально тепло. Так что вот так, ребят. Ребят, ну что, я, короче говоря, все сделал, все заклеил, проклеил. Вам это уже, я думаю, неинтересно смотреть. Но только я чуть-чуть по-другому, я добавил пленки. То есть я вырезал, приклеил и скотчем вот так по контуру приклеивал, как бы так сказать. Вот. Вымыл окна все. Вот тряпочка у меня еще даже осталась. То есть средства я унес домой. Почему я не снимал? Потому что было очень много тут народу вокруг, все смотрят, всем интересно. Ну, короче, вот так. То есть в данный момент, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я поеду завтра утром. Сейчас я поставил автобус на территории одной организации. Вот, ребят, узнаете? Мой бывший рабочий пазик. Вот. И сейчас, как бы сказать, оставляю. Закрываю, утром выезжаю. И завтра утром увидимся с вами. Всем спокойной ночи. До завтра. Ребятушки, всем доброе утро. Так, время 7 утра. Выехал я из дома. Вот. Плотненько позавтракал. Прикупил, ребят, смотрите. Ха-ха. Наконец-то вы дождались, да? Когда я перейду на Ессентуки. Я вам обещал, и я как бы это сделал. Вот. Что нам дальше? А дальше нам до следующей заправки. Вот, пока мы заправлены, все хорошо. Так, следующая заправка где-нибудь, ну, наверное, и будет за Муромом. Вот. Сейчас мы едем днем, посмотрим строительство моста, как идет, я имею в виду платной дороги. Сейчас будет видно, в отличие от прошлого раза, когда мы там ехали ночью. Так что держим путь дальше. Так, ну вот, строительство платочки на переправе через Аку в Муроме. Вот так вот здесь вот. Офигеть, конечно. Каждый раз я вот езжу, как быстро, конечно, здесь все меняется. Уже смотрите. Офигеть, какую насыпь сделали. Мощно, мощно, конечно, блин. Так что вот, ребят, какой тут. Вот весовой контроль. Ну а вдалеке Муром. На той стороне. Круто будет, однако. Я так думаю. Платочка будет огонь. Вот, видите, ребят. Здания. Такие двухэтажные. Стояночка, парковочка. Ну, может быть, я не знаю, кто это начальство. А может, кто и живет здесь, в этих вагонах, городках. Вон, Нервный мост. Здесь вот, видите, тоже машины. Видите, да?
То есть там что-то какой-то мини-заводик. Или что это такое? Ну, скорее всего, флаги, все дела. Ну, здесь вот, наверное, начальство, я думаю. А вот уже и мостик сам возводится. Короче, круто будет в скором будущем. Пересекли границу, переехали через Аку и оказались во Владимирской области. Владимирская область, всем привет! Ну и город Муром, всем жителям города Мурома тоже, кто смотрит меня, всем привет, ребят! Движемся дальше. Ребят, погодка сегодня вроде налаживается так. Ни одного облачка, смотрите, небо чистоганчик. Солнце так припекает, уже жарко становится. Нужно раздеваться сейчас. Наконец-то, как говорится, весна настала. И уже становится тепло и нормально. А то, блин, ну, такая нудная весна, короче, долгая. То снег долго, то дождь, блин, недели две, наверное, лил не переставая. И вот все-таки вроде как все распустилось. Смотрите, стало все зелено. Просто все красиво, шикарно. Но мы с вами посмотрим тем временем, что сейчас на югах. Когда у нас был снег, мы были с вами там. Там все было, как сейчас здесь. А теперь посмотрим, что сейчас именно там. Так, ребят, решил я догнаться до полного. Вот, в Муроме. Вот смотрим цену. 47. Так что вот. Ребят, 100 километров я уже прошел. И я думаю, пора бы посмотреть, проверить колесики. И пойдемте протянем. Пошли. Ребят, как мы видим, тянется вот эта гаечка. Смотрите. Вообще откручено. Как вам? Классно. Так что вот, с завода идут открученные колеса, за которым нужно глаз и глаз, а то можно приехать без колес куда-нибудь во враг. Так что сейчас я быстренько по кругу пробегаюсь и скажу вам результат. Итак, ребят, короче, передние колеса опять открученные. С правой стороны вы видели, с левой стороны, конечно, гайки были, ну, как бы затянуты. Не в такой степени, как с правой стороны, что вообще от руки откручены. Но все равно, то есть до хруста полоборота еще пришлось мне докручивать. Вот. Хочу поделиться с вами вот этими вентиляторами. То есть вот сейчас я там фрамуги открыл, видите? Вот, и вот смотрите, нажимаю я вниз. Что происходит? А происходит следующее, что с улицы засасывается воздух вот сюда. Вот. Ну и там такая же, если на ту нажать. Вот. То есть засасывается воздух сюда. Если мы возьмем нейтральное положение, потом другое нажимаем, и в итоге он высасывается уже туда, наружу. Вот, в принципе, вот эта система офигенная. Не нужно уже открывать люки, например, по ходу движения, чтобы ветром сорвало люк там, или еще как-то по-другому. То есть вот это вот самое, что ни на есть, офигенно. То есть открыл их вот так, включил, когда жарко, и она моментально, буквально там, я не знаю, минуты, даже меньше, и в салоне уже прохладно, хорошо. Так что вот. Рязанская область. Ребят, всем, кто с Рязанской области, всем, кто смотрит меня, огромнейший привет. Владимирскую область прошли, дороги просто вот, шикардос. Как говорится, респект дорожникам и тоже лайк. Вот. В Рязанской области, вот начало Рязанской области, в принципе, начало встретило нас нормально. Небо нас встретило легенькими облачками. Ну а дальше посмотрим. Ребята, а здесь вот
в Рязани тоже так. Поля, смотрите, какие распаханные. И оказывается, он тоже поливалка офигенная. Сейчас ее нам не видно. Не совсем, как бы сказать, уж заброшено везде. Где-то вот местами, то есть, ну, в областях я имею в виду, где-то заброшено, а где-то вот и нормально. То есть вот Рязань, смотрите, распахано, посеяно уже, я так думаю. А где я зимы, вот я ехал по Владимирской области, зимых много. Так что не все так уж плохо. Вот здесь, конечно, да, мне кажется, заброшен чуть-чутка. Вот березки. Ну там дальше, вон, видите, хорошо все. Касимов, ребят. Рязань 177. Уходим по главной. А Касимов, я так понимаю, наверное, туда, прямо. Но все равно, кто смотрит меня с Касимова, всем привет, ребят. И хорошего вам настроения. О, ребят, как надо фигашить на квадрике. По дороге не едется, надо ехать по щебенке. Камни летят, все летит от него. Если сейчас его догнать, стопудово там что-то прилетит в лобач. Какой-нибудь камень. Вот для чего так, не знаю. Ребята, согласитесь, самое что ни на есть классное время года — это весна. И самый, наверное, такой основной месяц, я думаю, это май. Когда именно вот прям молодая листва, ярко-зеленая такая. Такие ароматные запахи, все цветет, распускается. Просто, ну я не знаю, просто глаз радует это все. Вот сейчас еду и любуюсь природой, словами не передать. Вот все-таки есть заброшенные поля. Видите, елочки. Вот, наверное, может быть, лет 5, может быть, не распахивается. Так что тоже вот есть где распаханные поля, где заброшенные в Рязанской области. Ребят, вот Шилово проехал и вышел. Блин, трасса как там называется? Ну, короче говоря, налево свернул. И вот эта дорога, видите, вот расширяется и ремонтируется. Новое покрытие, все дела. Ребят, вот офигеть. Остановился передохнуть, попить водички. Раз заводить. Представляете, что произошло? Заводить, раз зажигание. Нифига. Короче, ну, ничего нету. Выхожу, ящик открываю, то есть, ну, ключ поворачиваю, прибор не реагирует, думаю, нифига, что это такое. Открываю крышку вот эту, смотрю, масса слетела. Ой, то есть, и это даже не закручено. Конечно, блин. А вы говорите, тут за всем нужно смотреть. Новый, а не закручено вообще практически нифига. То площадки, то еще что-нибудь, то вот массы. А я уж испугался, думаю, ну блин, что такое? Что это может быть? Так что ключики всегда должны быть хотя бы какие-нибудь, но с собой. Кстати, кафешек проехал я, блин, одну хорошую столовую. Уже увидел поздно и думаю, фиг ли, разворачиваться, что ли? Ну ладно, где-нибудь дальше будет. А как назло, и дальше ничего нету. Но уже... Блин, как 2 часа обед прошел. Должен был пройти. Эх, ребят, красота. Просто лепота. Сейчас байкер меня обошел. Как стоячего. Ну, посмотрите. Черноземчик. Черно. Ну, все цвета, короче. Здесь ярко-зеленое. Ну вот, согласитесь, я не знаю, как кому, но лично вот мне, для меня,
на одном месте сидеть, то есть вот если бы я, например, работал там, на лесовозе, да, на одном месте, на базе, да, с одной стороны, как бы ты на одном месте, там, ты дома, там, деньги платят, то, что договорились, как бы сказать, изначально, когда я приходил, все хорошо. Но, блин, я не знаю, как вам, но мне скучно, вот честно. На одном месте сидеть, не видеть ничего. Как вот некоторые люди, бывает, там всю жизнь живут на одном месте, никуда не ездят, никуда не выезжают. Кроме телевизора, там где-то что-то увидеть по телевизору другие регионы. А вживую вот посмотреть, у них не было никогда такого. И вот реально, вот когда ты увидишь вот такую красоту вот в других регионах, там, в каждом регионе есть своя изюминка, в каждом. Да, ребят, дорожка, конечно, вот на Ряжск. Какая классная. Но дорога убита, конечно, напрочь. Блин, да где же здесь ни одного кафе нет, представляете? В магазин, наверное, нужно идти уже. Хотя бы там купить какой-нибудь ряженки, батончика. Что-нибудь типа того. Потому что сколько можно ехать и нифига ничего нет. Вот столовка. Увидел столовку, но нужно было фиг с ним развернуться. Ну я думал, дальше что-нибудь есть. А тут даже лежачий полицейский, видите? Дорога в хлам убита, зато лежачий полицейский есть. Вот и отлетел. Вот так вот. Кстати, чесночком в этот раз я не помазал. Ни маслом, ничем. А хотел попробовать, как посоветовали, чисто протереть стекло, нормально вымыть. Вот. И типа будет нормально. Вот нормально вымыл. Видите? Падает. Ну еще дорога, конечно, такая. Сам по себе длинный крепеж. Болтается вот так. Ну что, ребят, червячка я заморил. Кефирчика. Полбутылочки хлебца, колбаски. Вот уже, как говорится, голода отступил. Ну что, едем дальше. Вот. Дальше по возможности, если, конечно, будет, то, естественно, заедем. Но это уже ближе к вечеру. Так что вот, косяк в чем мой. Я не остановился в столовке. Вот, блин, сколько раз зарекаюсь. Если увидел, сразу вставай. И не нужно там, типа, а вдруг дальше будет, а вдруг не будет. Так что нужно, как увидел, сразу вставать. Так что вот. Ладно, едем дальше. Ребят, едем мы, конечно, по Ряжску. Тоже здесь лежачих и дороги, конечно, сильно уставшие. Ближе к убитым. Смотрим, какой самолетик, ребят. Классный. Видите, лежачий на лежачем. Прикольно. И вообще дорога здесь что-то так, ну, не особо. В начале вот было нормально. Сейчас что-то вообще фигня. Причем везде. Уже нормально я проехал. По такой убогой, короче говоря. Так, ребят. Заправка ТНК. ТНК. Блин, а где расположение? Какая область? Наверное, все еще Рязанская. Честно говоря, я что-то не посмотрел даже на навигатор. Вот. И цена 46,70. То есть чем-то даже чуть-чуть дешевле. Ребят, тормознули меня. Блин, вот кафе в прошлый раз мы здесь хавали. Ладно, чё уж, наелся кефира. Короче, тормознули меня. Зашел офицер. Просто чисто посидел. Говорит, посиди, покури, отдохни. Говорит, о, устал я. Просто чисто посидел. Поговорили мы с ним о душам. По душам. И все. Даже документы вообще ничего не спросил. Только спросил, куда едешь, откуда гонишь. Все. И посидел 10 минут. Хороший офицер. Респект им. Пока с вами болтал про полицейского, ребят. Чуть светофор не проехал. Дорожные работы. Вот что значит южнее, сразу теплее. Действительно становится жарко, тепло. Офигенно. Юга есть юга. Что вы говорите.
Клевый, да, светофор переносной. Аккумулятор, все дела. Интересно, а как он переключает? Там таймер или что-то еще? Или с пульта они как переключают оттуда? Интересно. Наверное, скорее всего, таймер. Ну, это я так думаю, конечно. Если кто знает, ребят, пишите в комментариях. Липецкая область, ребят. Щеплыгинский район. Вот сейчас только проехали Стеллу. Не успел я заснять. Всем привет, ребят. С Липецкой области. Кто смотрит меня. Ребят, смотрите, какие сельхозмашины. Офигенные. Я даже вот впервые вижу. Даже не знаю, как называются они вообще все.